Чтобы начать писать маслом, тебе понадобится: первое – планшет, мольберт или этюдник. Планшет – это просто ровная доска, чтобы не рисовать на столе и не пачкать его. Хотя цена на них невысока, можно попробовать найти фанерную доску где-нибудь на стройке. Мольберты бывают нескольких типов, и я расскажу о них в порядке возрастания средней цены. Настольные мольберты для тех, кто любит иметь все под рукой на своем столе. Треноги. Похожи на штативы, легко складываются и легко переносятся. Мольберт-хлопушка издает характерный звук, если вы нарисовали что-то крутое. Мольберт Лира. Похож на букву А, довольно компактный и имеет небольшой вес. Станковые мольберты или станок. Большие, тяжелые, дорогие, для картин размера больше метра на метр. Этюдники – это мольберты со шкафчиком для инструментов, бывают с ножками и без. Советую начинающему художнику взять треногу или этюдник с ножками. Отдельный обзор на мольберты смотри в моем следующем уроке. Переходим к поверхности, на которой будем писать маслом. Маслом лучше всего писать на бумаге для живописи, картоне, арголите или ДВП, древесно-волокнистой плите, или на холсте, льняной ткани. Она бывает мелкой и крупнозернистая, в зависимости от той детализации, которую вы хотите придать картине. Вышеперечисленные основы необходимо грунтовать перед тем, как рисовать маслом, и от вида грунтовки зависит конечный результат. Все виды грунтов, которые сейчас перечислю, подойдут для любой основы. Клеевой грунт, клей, например, ПВА, разведенный в воде. Также есть эмульсионный грунт, пигмент плюс эмульсия, масляный грунт, цинковые белила, немного разведенные маслом, акриловый грунт, пигмент плюс дисперсия. Дисперсия – это такие мельчайшие прозрачные частицы смолы, акрила или ПВА, которые плавают в взвешенном состоянии в воде. Также есть левкасный грунт, раствор клея плюс гипс или мел. Грунт левкасный отличается прочностью из-за гипса. Более подробно про каждый из видов грунта и как они влияют на работу в отдельном уроке. Я советую покупать основы с уже нанесенным грунтом. Начинающему художнику купить для начала альбом бумаги для живописи формата А3. А если вы решили сразу писать на холсте, то купите уже грунтованный холст, натянутый на раму. Переходим к краскам. Их продают поштучно и в наборах. Выбор фирм-производителей довольно большой. Тут важно понимать только одно. Есть цвета, которые невозможно или очень сложно получить смешением красок. И есть цвета, без которых вы не сможете рисовать в определенном стиле. Поэтому я советую покупать наборы красок с основными цветами и поштучно докупать уникальные цвета. Обзоры на фирм-производителей красок также будет в отдельном уроке. Переходим к медиумам для масла. Медиумы для масла используют для разбавления масляных красок, для изменения их рабочих свойств, делая консистенцию красок более жидкой или более густой. Медиумы способны также сокращать или увеличивать время высыхания красок и придавать им различные оттенки. Разбавители и очистители используются не только для чистки кистей, но также для разведения краски. Растворители значительно уменьшают время высыхания, но ослабляют лакокрасочную пленку. Самый известный растворитель и очиститель для красок и кистей – скипидар. Его недостаток – сильный запах. Есть слабопахнущие разбавители и без запаха. White Spirit – дешевая версия слабопахнущих. Подходит для разбавления красок для подмалевка, а также для чистки кистей. Масла – льняное, маковое, ореховое, софлоровое. Используются для образования на поверхности полупрозрачной глянцевой пленки, придавая масляной краске глубину и блеск. В отличие от растворителей, масла увеличивают время высыхания красок, улучшают внешний вид живописной работы, придавая эффект глазури. Покрывные лаки – глянцевые, матовые, сатиновые – придают картине прозрачность и блеск и защищают от неблагоприятных внешних воздействий. Лаки быстро высыхают и не желтеют. Продаются как во флаконах, так и в удобной аэрозольной упаковке. Медиумы для замедления и для ускорения высыхания, для увеличения прозрачности и текучести, гели-загустители – все это поможет сделать вашу живопись лучше и облегчит рабочий процесс. Ну и наконец, инструменты для живописи. Кисти. Бывают натуральные, из волос соболя или свиной щетины, и синтетические. Кисти бывают разных форм. Круглые, плоские, брайт, фильберт, веерные и разных размеров. Синтетические кисти дешевле, самые дорогие из волос соболя. Кисть – основной инструмент в масляной живописи, это продолжение вашей руки, советую взять лучшую кисть, что вы можете себе позволить. Для рисования в пастозном стиле, который во многом отличает живопись маслом, используют мастихины. В основном имеют три формы, продаются по отдельности и в наборе. Лезвие должно быть достаточно гибким и пружинищим, ручка должна быть гладкой и иметь удобный захват. Убедитесь, что ручка и лезвие надежно закреплены. Не обязательно, но я советую приобрести железные масленки для медиумов. Также я советую приобрести палитру. Они бывают деревянные, пластиковые и из оргстекла. Последнее интересно тем, что прозрачное оргстекло позволяет увидеть, как будет выглядеть на холсте оттенки краски.
На этом все. Подпишись на канал и узнай, как, не имея ни малейшего опыта в рисовании, даже если ты ничего в жизни не нарисовал, можно создать шедевр на холсте. Об этом в моем последнем уроке по живописи масок.